Многие задаются вопросом, а как правильно, быстро и качественно подготовить стены под обои, ну или с чего начать первый этап подготовки перед покраской. Ответ на ваш вопрос легко. Друзья, всем привет! С вами Станислав Лебецкий, и это канал о ремонте и отделке. В этом ролике я покажу, как и с чего начать подготовку стен. Все по пунктам да по полочкам, начиная с выравнивания стен жирафом, а заканчивая шпатлевкой. И полезные советы. Скажу даже больше, таким способом можно без особых навыков подготовить стены под обои новичку. А это маленькая хитрость, о которой сегодня и расскажу. Приятного вам просмотра! Итак, в предыдущей серии я показал отличный способ по установке маяков и процесса штукатуривания. Делал я это максимально быстро и особо не заморачивался с качеством. Мне просто нужна была более-менее ровная плоскость и по уровню. Вот что имеем по итогу. Уровень в норме не только на одной стене, а на всех стенах. Плоскость по правилу тоже неплохо получилась, хоть в вертикальном положении, хоть в горизонтальном. Теперь самое интересное. Если посветить лампой сбоку, то в принципе нормальный результат для быстрой штукатурки. 2 слоя шпатлевки и можно клеить обои. А вот если посветить мощным проявочным светом, да, это всеми любимая лампа Лосева. Ее же я использую в основном, когда подготавливаю стены под покраску или для получения идеального основания под обои. Все зависит от требований заказчика. Вкратце было так. Конечно, есть дефекты, которые простым светом не всегда увидишь. Но и это норма. Один выпирающий миллиметр кажется как будто сантиметр. Но стоит чуть-чуть доработать, и теперь это выглядит вот так. Неплохо, да? А если вспомнить, то по таким основаниям давным-давно я даже обои клеил. Но это в прошлом. А вот для получения такого основания потребуется шлифовальная машинка. Вкратце жираф. Избавившись от дешевых машинок, я по совету знакомого мастера приобрел себе подороже и получше. Если что, это конечно же не реклама, а можно сказать личный опыт и не только мой. С магазина на этих машинках в комплекте предусмотрена мягкая тарелка, а по своему опыту я сразу же купил себе более жесткую. И ей же и буду равнять штукатурку, потому что жесткая именно выравнивает, а мягкая просто заглаживает. Заменив тарелку, приступаю к сборке. Состоит жираф из 3 частей. Но мне удлинитель не нужен, так как высота от пола до потолка небольшая, поэтому собираю только 2. А собирается очень быстро. Раз-два и готово. Так как стены практически ровные, а подровнять нужно немного и быстро, использую крупнозернистый абразив, а конкретно 80-й. Для меня это самый ходовой, именно для штукатурки, а когда стены вообще кривые, использую абразив еще крупнее. Так что смотреть нужно по факту и в наличии иметь много разных. Поставив проявочный свет недалеко от рабочего места и под самым верхом. Почему под верхом? Все просто. Так как на тот момент я еще не знал, будет ли парящий потолок или нет, но решил все-таки перестраховаться и приступил к шлифовке. Шлифую круговыми движениями, начиная сверху от источника света. Главное не стоять на месте и равномерно шлифовать большими участками. Понемногу, снимая миллиметры. В основном это 1, максимум 2 мм. Если попадаются большие раковины, то я на них особо не ориентируюсь и не вышлифовываю в ноль. Оставляю на потом, на дефектовку, перед самой шпатлевкой. Так как меня же в основном сейчас интересуют бугры и переходы. В общем, несколько минут работы, и там, где стена была похожа на стиральную доску с небольшими буграми, превращается в более гладкую и ровную стену. Собственно, что мне и нужно. А вот зрение обманчиво, и чтобы вы понимали, даже самая маленькая неровность на мощном проявочном свете будет казаться реально огромной. И тут важный момент. Сильно не увлекаться и не перестараться. Нужно следить за тем, чтобы как минимум не наделать еще больше ям, чем было. А после шлифовки, наоборот, не должно быть переходов между ямами и буграми. Ориентироваться нужно постоянно на то, что показывает боковой свет. А задача такова: просто подкорректировать плоскость. На словах сильно не объяснишь, поэтому просто наблюдайте за процессом и ловкостью моих рук. Видите эту глубокую, длинную и узкую ямку? Она также и останется на дефектовку перед базовой шпатлевкой. И наверное я сейчас лучше напомню. Если кто-то забыл или кто-то еще не видел прошлый ролик, плоскость я сделал изначально ровной. Но и понятное дело, куда же без мелких дефектов. Как ни старайся, а они все равно будут. Поэтому, как я говорил в прошлом ролике и теперь в этом, при оштукатуривании я особо не заморачивался. Потому что знал, что далее будет шлифовка. Ведь у штукатурной смеси время работы ограничено.
поэтому при сильном желании терять много времени особо и не получится. По маякам подровнял и достаточно. Штукатурка подстыла, немного подрезал и готово, но не замывая ее. Я, кстати, вообще никогда не замываю и не признаю этот способ. А я лучше все-таки уделю время шлифовке. Тут время уже не ограничено, понемногу шлифуй и добивайся хорошего результата. Ведь от этого и будет зависеть скорость следующих этапов работ. Но не только скорость, еще ж есть пункт качества, но далее увидите равномерность нанесения шпатлевки. То есть для чего и нужен мне крупнозернистый абразив. Ну что, первый этап закончен. По завершению я еще раз пробежался, с разных точек просветил, качеством выравнивания доволен. Кстати, жираф работает практически без пыли, потому что с пылесосом. А вот с циклоном прям вообще отлично. И вот сколько ненужного. Ну и куда же без ручной подготовки углов? Да, углы я обрабатываю вручную. Не только углы, но и примыкание к полу и потолку. В общем там, куда не достает машинка. Этим трем позициям я уделяю немало времени, потому что направляющая для потолков все покажет по завершению, так как тут точно не будет потолочных плинтусов. Поэтому потолок сразу подчеркнет все неровности. Аналогично и с напольным плинтусом. А если не обращать на эти мелочи внимания, то так получается стены будут ровными, а примыкание потолка и напольного плинтуса неровными. Не, так делать нельзя. В конечном итоге можно просто все испортить. Ручная шлифовка не такая уж и легкая, в отличие от механизированной. Поэтому запасайтесь силами. А чтобы сохранить здоровье, как минимум используйте маску или респиратор, потому что пыли на самом деле очень много. Так, несколько секунд и примыкания готовы. Следующий обязательный этап работ – обеспыливание. Как бы пылесос не выполнял свои функции, да, в нос не летит, но на стенах все равно остается пыль. Ну и дополнила еще ручная шлифовка. Поэтому в обязательном порядке все нужно пропылесосить. А при помощи такого обеспыливания откроются поры. И тем самым улучшится сцепляемость шпатлевки с основанием. Да и самому так гораздо удобнее работать. Как минимум, если сразу грунтовать без обеспыливания, то частички склеются и будут тянуться потом за шпателем. А это ой как неудобно. Чтобы не поднимать пыль под ногами, пол тоже должен быть обеспыленным. Это уже для вашего здоровья. Чистота, ну для сравнения еще раз посмотрел до и после, но разница прям ощутимая. Есть точный ответ, шпатлевать такие стены – одно удовольствие, благодаря качественному инструменту и ловкости рук. Друзья, если вы в поиске хороших инструментов, а именно инструмент для выполнения сложных задач, таких как сверление отверстий больших диаметров в бетоне, железобетоне и кирпиче, то я могу вам порекомендовать алмазную установку KEOS KS350GZ. Такой инструмент нужен всегда под рукой, особенно при прокладке инженерных коммуникаций. В комплект входит мощный двигатель 3200 Вт с механической и электронной защитой. Помимо трехскоростного редуктора есть электронная регулировка оборотов, так как для разных диаметров коронок требуются свои обороты. Максимальный диаметр сверления до 350 мм. Ну и куда же без дисплея, где отображаются все необходимые данные, даже часы наработки для своевременного обслуживания. А над дисплеем есть индикатор нагрузки. Для надежной фиксации к основанию есть штатив, не простой, а с возможностью изменения угла наклона. Также есть набор для крепления к основанию при помощи вакуума. Ну и есть разные ключи для сборки, установки и регулировки. Этой алмазной установкой я уже немного поработал. В целом доволен результатом. А более детально можно ознакомиться по ссылке в описании под этим роликом. Следующий этап – это грунтовка. Грунтую грунтовкой глубокого проникновения на один раз при помощи валика с длинным ворсом. Это перед шпатлевкой. За счет длинного ворса грунтовкой заполняются все пустоты. А вот перед покраской я использую другой валик. Помните эти несколько мешков подделки? Так она белая и осталась. По качеству ничего сказать не могу. Вроде все хорошо. Но скажу так, работать с этой штукатуркой было тяжко. Ну, собственно, ей же я и штробы после маяков заделывал. Поэтому штробы тоже белые, но это не страшно, поэтому остерегайтесь подделок.
Заранее отвечу на ваш возможно заданный вопрос, почему я не укрыл пол. Напоминаю, линолеум под замену, поэтому нет никакого смысла тратить на это время. Валик валиком, а примыкание углы грунтую кисточкой. Хотя кисточки в наличии не было, пришлось работать макловицей. И кстати, получается неплохо. Готово. Через пару дней все просохло и выветрилось. Можно работать дальше. Теперь нужно сделать дефектовку. Хочешь не хочешь, а такие дефекты есть всегда. Где-то больше, где-то меньше. В общем, нужно немного, так сказать, подмазать. Заделываю все раковины фугином. Этой же шпатлевкой я и буду шпатлевать далее. Если сейчас сделать дефектовку и убрать все мелкие и не мелкие раковины, то в конечном итоге после двухслойной шпатлевки получится очень хорошо. В общем, скоро все увидите. А кстати, раковины замазываю на сдир. Где-то за один раз, а более глубокие за два подхода. Этот этап работ в принципе чем-то схожий с подготовкой гипсокартона. Также все просто и быстро. Знакомьтесь, это маленький технадзор. Пошел проверять. На самом деле в процессе работ каких тут только насекомых не встретишь. Но это все же лучше, чем коты и собаки, которые с большим удовольствием топчатся по свежему бетону или стяжке. А бывало ли у вас такое? Если да, ставьте лайк. Прошу к вашему вниманию, откосы тоже делаются в процессе, но о них я расскажу в следующих роликах, в двух вариантах и сразу от и до. Думаю, так будет интереснее. Все, готово. Ну я, конечно, возможно местами немного грубанул, но это точно не хуже. Теперь замешиваю шпатлевку. Как я уже говорил, шпатлевать я буду фугином, и сделать нужно это очень быстро, поэтому замешиваю сразу два ведерка. Для чего так, я уже рассказывал ранее в предыдущем ролике. Вкратце увеличивается жизнеспособность смеси. Если что, ссылка есть в верхнем правом углу. Можно посмотреть после просмотра этого ролика до конца. Так как я левша, то я начинаю с правого нижнего угла. По принципу сухого на мокрое. А если вы правша, то вам удобнее будет начинать с левого угла. На данном объекте шпатлюю только на сдир, никакого наслоения. Шпатлевка осуществляется в двух направлениях. Первый слой чаще всего наношу в вертикальном направлении, а второй в горизонтальном. Благодаря пористому основанию и шпатлевке на сдир получается равномерная стиральная доска. Плохо ли это? Нет. За счет равномерности по высоте, так сказать, шагрения в виде полос, они на самом деле небольшие. Далее на втором слое при горизонтальной протяжке, также на сдир, получается равномерный слой. Шагрень в данном случае как маяк. Чем мне нравится этот этап шпатлевки, тут справится даже новичок, потому что равнять ничего не нужно. Это я сделал за счет шлифовки. Сейчас нужно просто заполнить поры и сделать основание более гладкое. После этого этапа работ, после двух слоев шпатлевки, можно грунтовать и смело клеить обои. А вот для покраски этого недостаточно, чтобы получить качественное основание и дать гарантию на эту работу. Тут нужен целый пирог, о котором я расскажу и доделаю во второй части, потому что YouTube не особо нравятся очень длинные ролики. И я разделил его на две части. Ну если вам нравится, то от поддержки в виде лайка и комментария я не откажусь. И тем самым вы поможете продвижению этого ролика. А если присмотреться, да, местами есть неравномерная по высоте шагрень, но не беда. Перед вторым слоем подровняю. Можно было, конечно, пройтись еще раз более мелким абразивом, но я все так же не вижу в этом смысла. Далее увидите почему. Сделав одну стену от угла до угла, приступаю к стене напротив, чтобы дать время шпатлевке подстынуть, а потом сформировать ровные внутренние углы. Маленький совет, как для штукатурки, так и для шпатлевки. Если есть отопление, то отключайте. И еще избегайте сквозняков. Реально, так гораздо удобнее работать и шпатлевка не так быстро сохнет. В принципе, почти как соблюдение правил во время оклейки стен обоями.
После двух параллельных стен, так как за счет минимального слоя и минимального наплыва в углу, шпатлевка уже подсохла. Теперь аккуратно подчищаю лишнее шпателем. В процессе шпатлевки я не убираю эти наплывы, потому что на это уходит много времени. И не факт, что получится хорошо. А так как бы беспроигрышный вариант. Угол почистил, теперь приступаю к перпендикулярным стенам. Все точно так же. Начинаю с правого нижнего угла и наношу в вертикальном направлении, при этом не трогая вновь образовавшихся наплывов в углу на перпендикулярной стене. Убираю также потом после подстывания шпатлевки. В процессе выполнения работ, если не заклеить подрозетник, то шпатлевка попадает вовнутрь. Ну и ничего страшного, не нужно сейчас ее там размазывать. Легко и без следов можно будет убрать также, когда шпатлевка подстынет. Кстати, на этом первом слое заказчик предложил один вариант. Смотри, говорит, как декоративка получается. Может, так и покрасишь? Немного подумав, пришлось отказать. Потому что, зная, как получится в конечном итоге, после полного пирога, результатом он будет точно доволен. А на этом этапе никакой защиты от трещин, да и вообще, ну его. Я же не ради этого результата сюда пришел. Но если бы вы знали, какой будет цвет, то немного были бы в шоке. Но еще успеете. Я уже это пережил, а у вас все еще впереди. Доделав эту стену, нужно дать время нормально высохнуть шпатлевки по всем стенам. Это все еще первый слой. Кстати, настолько тонкий, что я даже в одном месте пропустил. После того, как шпатлевка побелела, увидел пятно. А это штукатурка. Перед вторым слоем слегка прохожу шпателем и подрезаю сопли. Не сильно, чтобы избежать большое количество пыли. Также под проявочный свет. И тем самым выравниваю шагрень. Ну а так как пыли практически нет, приступаю ко второму слою. Второй слой наношу уже в горизонтальном направлении. Да, по идее нужно перед вторым слоем грунтовать. Я же не грунтую. Максимум, что я бы мог сделать, это просто пропылесосить. И скажу наперед, и неоднократно ничего не отвалится, так как проверено многими объектами. Но опять же, при одном условии, если минимальное количество пыли. Можно сказать, что ее даже нет. Начинаю также с первой стены, как и на первом слое. С правого нижнего угла. По принципу сухого на мокрое. Шпатлюю, можно сказать, на сдир и сглаживаю стиральную доску. А за счет мелких и практически одинаковых бугорков выдерживается минимальный и равномерный слой. Получается, можно сказать, шпатлевка стен осуществляется как по мелким маякам. И как вы можете заметить, стены получаются ровными и гладкими. Может и есть это мелкие переходы, но они настолько малы, что чистить или вышкуривать их не придется. Убрать нужно будет всего лишь только большие сопли, и стены будут готовы как под поклейку обоев или продолжение пирога под покраску. Так вот, в чем же преимущество такого способа шпатлевки стен? Предварительно выровняв стены шлифмашинкой, выравнивать или вытягивать всякие ямки и впадины не приходится. Основная задача сгладить или заполнить поры. Первый слой вообще самый легкий, но и он же задает толщину шпатлевки для второго слоя. А второй как по маякам. Ну и тут уже смело можно говорить о экономии шпатлевки. Ее реально потребуется гораздо меньше, чем без предварительной шлифовки и выравнивания. Все стены шпатлюю в том же порядке. Сначала параллельные, затем перпендикулярные. Все так же для нормального выравнивания и формирования углов. Внутренние углы делаю не закругленные, а острые. Это также важно для дальнейших работ. И так на каждой стене от угла до угла. И не забывайте, что за счет шпатлевки стен на сдир, тем самым вы тщательно втираете ее в основание. А вывод из этого таков. Можно забыть, что такое отслаивание шпатлевки. В общем, получается крепкое основание для последующих работ. А так как я подготавливаю все-таки стены под покраску, для меня это важный и ответственный этап работ, где за каждым последующим слоем ответственный предыдущий. В общем, как начнешь, так и закончишь.
После полного высыхания второго слоя, смотрите, стены беленькие и однотонные. Знаете почему? Потому что тонкий равномерный слой. Поэтому клеить можно даже тонкие обои и просвечивающихся пятен уже не будет, скорее всего. А сейчас это тот момент, когда ярко светит солнце, и можно посмотреть на стену, которая чаще всего будет на виду, и по ней будет видно все мелкие дефекты, в отличие от остальных трех. Все ровно, но под покраску этого недостаточно. Еще нужна армирующая прослойка и пару слоев полимерной шпатлевки. Но перед этим нужно счистить все сопли, в том числе и в подрозетниках. Не пугайтесь, как я показывал в прошлой серии, все отлично убирается малярным ножом, а конкретно в самом конце, когда заканчиваются шпатлевочные работы. Ну а тонкие наплывы или риски и кляксы легко подрезаются лезвием шпателя, только с большими нужно быть аккуратней. Вот я тут немного поспешил и образовалась точка. Но это не страшно для дальнейших работ. Почему именно шпателем? Потому что после шпателя не остается ям. Как это может образоваться после терки с наждачкой. А шлифовать жирафом в таком случае не вижу смысла. Лишние затраты. Так что шпателем быстро и хорошо. Убрав все сопли, перед грунтовкой опять желательно все обеспылить при помощи пылесоса, чтобы еще раз все проверить и спать спокойно. Так что первый этап работ готов, можно приступать к следующему. Ну, красота же, не правда ли? Так что в этой серии все. Продолжим пирог в следующей. Друзья, если ролик действительно был полезный, то могу порекомендовать поставить лайк и написать комментарий, что вы думаете о таком способе подготовки. А чтобы не пропустить следующий ролик, где в итоге получаются белоснежные ровные стены, рекомендую подписаться на канал и включить уведомления. Хотя те, кто подписан на мой телеграм по ссылке в описании, узнают заранее, во сколько появится новый ролик. Всем спасибо за просмотр и скоро увидимся.